Всем привет! У нас сегодня новый видеообзор, и как вы можете видеть, в этот раз мы поговорим о новинке от немецкой компании Volkswagen. Это ID.3, и мне удалось покататься на нем пару дней, так что об этом мы сегодня и поговорим. Новый ID.3 был анонсирован практически ровно год назад, тогда же открыли прием заказов, причем осуществлялся он онлайн, что очень необычно для немецкой компании. И вот только сейчас нам выпал шанс провести тест-драйв, тогда как немецкие коллеги успели уже в августе на нем покататься. И, как вы можете видеть, пришлось носить маски, причем для тест-драйва также установили специальные зарядки, вы могли их видеть на нескольких кадрах. Но сама машина интересна тем, что с ней связывалось очень много надежд и связывается, скажем так, потому что даже на открытии производства в ноябре присутствовал никто иной, как Ангела Меркель, и это как бы показывало важность этой машины не только для марки, но также и для всей Германии. Теперь же некоторые журналы пишут то, что машина получилась не прямо таки шикарной, некоторые журналы прямо пишут то, что очень разочаровались, и именно поэтому было интересно посмотреть все поближе. Здесь стоит заметить то, что я имел дело уже с коммерческими образцами, то есть это именно та машина, которую вы получите из салона, ничего отличаться не будет, то есть и ничего особенно исправлено не будет, за исключением некоторых нюансов. Сама машина выполнена в таком спокойном дизайне, здесь нет никаких сюрпризов, и я бы сказал, даже одного взгляда уже достаточно, чтобы понять то, что перед вами Volkswagen, а не какая-то другая марка. Все линии довольно знакомые, и при этом для новой модели была выбрана вот эта вот однообъемная форма. Это хэтчбэк, но при этом вы можете видеть вот эти небольшие треугольники в передних стойках, что визуально как бы продолжает капот, и он переходит сразу же в крышу. Ну, интересный такой дизайн, причем он не смотрится агрессивно, как это модно в последнее время, и при этом он явно не устареет очень быстро. На выставке также были представлены еще и Гольф, когда его представляли рядом, и при этом стоит заметить то, что сразу было видно то, что есть какая-то родственная связь. По размерам она тоже не намного больше Гольфа, поэтому можно смело сказать то, что это электрический Гольф-класс, скажем так. Но при этом стоимость и, скажем так, комплектация все немного отличается от бензинового варианта. И даже внутри здесь есть значимые отличия, которые мы, собственно, и обговорим в этом обзоре. Здесь мне удалось накрутить на нем несколько сотен километров, при этом вышел довольно-таки интересный опыт. И сама машина, конечно, показывает то, что электрическим автомобилям есть еще куда развиваться. Но в плане дизайна, конечно, стоит заметить, это отдельный плюс, то, что фольксвагеновцы решили не удивлять нас никакими изысками. Здесь более-менее классический стиль. И единственное, что меня насторожило, это вот эти вот вентиляционные отверстия в нижней части бампера. Это не совсем, конечно, грамотное решение для электромобиля, но посмотрим, как это покажет себя в эксплуатации. Может быть, оно вполне и оправдано в ежедневном использовании подобного транспортного средства. Теперь давайте перейдем к салону. Итак, каждый получил вот такой вот стандартный, я бы сказал, ваговский ключ. Мы его же видели в недавнем тесте Octavia, и здесь взору открывается немного другая, скажем так, концепция интерьера. На первых фотографиях некоторые наверняка обратили внимание, то, что здесь нет никаких шкал абсолютно, только два дисплея. При этом дисплеи невелики. Обратите внимание, то, что перед водителем он еще обрамленный глянцевой рамкой. Это не очень хорошо себя показало на ярком солнце. Они бликуют и в некоторых случаях даже отбрасывают отражение прямо вам в глаза, что не очень удобно на маршрутах, поэтому рекомендую обратить внимание на этот нюанс. Ну и не совсем понятно, почему вообще были использованы такие небольшие экраны. Некоторые коллеги заявляли то, что экраны не отзывчивые. Я бы сказал, что это не совсем правда. Все работает очень хорошо, никаких глюков, зависов тоже не было замечено. При этом на переднем кресле очень удобно, можно расположиться спокойно сам за собой. Все элементы в пределах достижимости, то есть даже вот этот кнопочный блок управления светом легко нажимается и управляется. Но при этом все не совсем гладко, потому что пластик немного жестковат. Конечно, для такой машины, особенно если вы увидите ее цену, то это вас еще больше удивит. Здесь не очень много отсеков для мелочевки, на удивление, и при этом некоторые стыки обработаны очень грубо. Вот этот момент очень удивил, потому что они смотрятся вот реально как на машине классом ниже.
И это немного озадачивает, когда вы узнаете итоговую цену этого автомобиля. Ну, будем надеяться, что это постепенно будет исправлено в автомобилях, и в следующих партиях уже будут более гладкие панели. Задний ряд не особенно просторен, но при этом я смог спокойно расположиться сам за собой, как вы можете видеть на видео, и никаких неудобств особенно не испытывал. Здесь нет центрального подлокотника, и особенно прям дополнительных удобств не так много. Дверные карманы также невелики, они выполнены из жесткого пластика, внутри нет никакого вообще обрамления мягкой тканью. При этом обратите внимание на дверные ручки, они почему-то выполнены из глянцевого пластика. Были такие курьезы, когда коллеги пытались быстро закрыть дверь, просто руки соскальзывали с них, и выглядело это очень нелепо. Не совсем понятно, почему такие вставки были использованы именно на такой части, и тем более они быстро покрываются отпечатками пальцев, царапинами, и несложно представить, как это будет все выглядеть после нескольких тысяч километров пробега. Как вы помните, ID3 это электромобиль, поэтому высота пола, что на заднем ряду, что в багажнике, сказывается и как бы сдает то, что под ней расположились батареи, но при этом багажник достаточно просторный для автомобиля такого класса, я бы сказал, наравне с Гольфом. Подпольного пространства здесь нет как такового, вот эта вот небольшая полочка не в счет, и при этом сама сборка багажного отсека вызывает некоторые вопросы, потому что даже линии обогрева как-то выставлены на показ, и их даже не пытались складывать. Вот эти вот острые вырезы вокруг задних фонарей тоже не совсем понятное дизайнерское решение, тогда как можно было выполнить все одной панелью и крышку сделать более гладкой и покатой, но здесь почему-то решили использовать такой вот дизайн. И верхняя крышка тоже жесткая, из очень твердого пластика глухого, выглядит не очень дорого, и, единственный плюс то, что она жесткая, и на нее можно что-то положить. Отдельно хотелось бы отметить расположение зарядочного порта, потому что он расположен именно там, где обычно заправочная горловина у обычных автомобилей, скажем так, и это не совсем грамотное решение, как по мне, потому что здесь явно придется парковаться задом к зарядочной станции или же прыгать с кабелем вокруг автомобиля. Гораздо элементарней и правильнее было бы расположить этот зарядочный порт под знаком автомобиля на передней части, чтобы его можно было одинаково просто подключить как слева, так и справа. ID3 представляет собой заднеприводный автомобиль, при этом электромотор также расположился на задней оси, и поэтому под капотом у нас расположено скорее дополнительное оборудование, но все сюрпризы также спрятались здесь, потому что вот если вы внимательно взглянете на сварку подкапотного пространства, то волосы встают дыбом. Не совсем понятно, почему вот такое качество здесь внезапно появилось. Рядом стоял Гольф, и при этом в нем подкапотное пространство проварено аккуратно. Что изменилось на ID3, не совсем понятно, и это, конечно, исправимый нюанс, я искренне надеюсь, но выглядит очень странно на машине за 40 тысяч евро. И, конечно, еще другой вопрос, какая прочность у подобных швов будет, потому что, как вы можете видеть, все проварено, просто вот на отвяжись. Для начала предлагаю послушать, как машина звучит снаружи, это вот никакой не специальный микрофон, просто на обычную камеру записано, и давайте вот немного прислушаемся. Почему я так заострил внимание на этом моменте? Это потому, что европейское законодательство требует, чтобы электромобили излучали какой-то звук при скорости до 30 км в час, и здесь он такой необычный, больше похож на «Звездные войны». Некоторым это понравится, некоторым нет. Но если перейти к техническим спецификациям, Volkswagen обещает пиковую мощность около 200 лошадиных сил, при этом на протяжении 30 минут обещается мощность 95 лошадиных сил, что, собственно, и сказывается на динамике. Здесь вот сколько бы вы ни нажимали педаль газа, автомобиль разгоняется спокойно, никаких резких рывков и ускорений нет, даже на полной батарейке. Некоторым, опять же, это понравится, некоторым нет, это скорее машина для размеренной езды, но при этом стоит упомянуть то, что управляемость на уровне нынешнего Гольфа, и здесь никаких нареканий нет.
Что мне не понравилось, это барабанные задние тормоза, они ощущаются при торможениях с высоких скоростей. Например, несколько торможений со 100 до 50 уже давали себе знать. Машина чувствовалась, то, что тормозная система у нее уже начинала уставать. Не совсем понятна такая экономия, потому что итоговая цена машины довольно велика, но при этом почему-то решили установить барабанные тормоза, которые уже не встречаются даже на нынешнем новом поколении Гольфа. Далее, другой нюанс, который стоит также упомянуть, это упругая подвеска. Она уверенно глотает любые мелкие неровности. Здесь вас не трясет на кочках, и это очень даже похвально. Опять же, центр тяжести расположен низко, может быть, это тоже сказывается на всеобщей плавности хода. Еще что немного удивило, это звук при торможении, явно включается рекуперация, можно выбрать режим, но гул становится такой, то что его слышно даже снаружи, при этом чем с более высокой скорости вы оттормаживаетесь, тем больше гула поднимается. Конечно, не очень приятное ощущение, и чувствовалось то, что машина, как уже говорилось, начинает чуть-чуть плыть при таких торможениях, поэтому гонять на этом Volkswagen ID3 явно не рекомендуется. Что мне еще не понравилось, это сенсорные элементы управления, кнопок здесь вот просто минимум, кнопка запуска есть на месте, при этом присутствует вся ваговская фурнитура на месте, все рычажки, переключатели, но сенсорные кнопки, хоть у них и есть вибрация, на ходу ими оперировать не очень просто. То же самое касается и дисплея, несмотря на его небольшой размер, что, казалось бы, должно хоть как-то упростить попадание, но на самом деле все становится ровно наоборот, потому что кнопки, следовательно, стали-то меньше, и нужно попасть в нужную кнопку, и часто случались еще и случайные попадания, нажимались не те кнопки, не очень удобно, скажем прямо, и будем надеяться то, что интерфейс хоть как-то переработает в дальнейшем. Некоторые функции, кстати, были заблокированы, тот же самый Apple CarPlay будет активирован только в следующем году, вам нужно будет заехать к дилеру, где он, собственно, и разблокирует эту функцию. Ну, а сейчас вот можно послушать еще раз, как ускоряется этот Volkswagen. Я специально вот зафиксировал ускорение прямо в пол, то есть это практически с нуля и до 100 км в час, и потом опять же замедление обратно. В целом машина получилась очень противоречивая, здесь цена начинается от 40 тысяч евро и заканчивается почти 50. За эти деньги вы получаете только такие бонусы, по крайней мере в Чехии, как бесплатная парковка и бесплатный выезд на трассы. И это не совсем убедительные, скажем так, плюсы, чтобы купить подобный автомобиль за 40 тысяч евро. Более того, вы можете купить Superb iV, это гибрид, и получить ровно те же самые преимущества и при этом наслаждаться нормальным бензиновым мотором, возможностью проехать на батарейке 50 километров и при этом довольно просторным салоном, без всяких дополнительных ненужных экранов и прочей экономии в виде барабанных тормозов. Опять же, буду рад услышать ваше мнение, пишите его в комментариях ниже, если видео понравилось, то обязательно нажимайте кнопку лайк. Ну и увидимся в следующем видеообзоре, как обычно. Спасибо за просмотр и пока!